Здравствуйте, друзья! Для нашего совместного творчества я приготовила новый мастер-класс. И в этот раз мы будем делать букет для светлого дня Пасхи. Как сделать букет максимально быстро, что для этого нужно и какие материалы использовать для того, чтобы буквально за считанный час-два собрать вот такой вот миленький букетик. Об этом вы узнаете в этом мастер-классе. Также мы с вами задекорируем данный букет пасхальным декором и соберем вот такое великолепие. Присоединяйтесь! С удовольствием буду вместе с вами делать такой великолепный, роскошный пасхальный букет. Расскажу и покажу, как его сделать. Для изготовления этого букета я беру зеленую гофрированную бумагу номер 562 и зеленую органзу. Мне понадобятся те цветочки, которые мы делали совсем недавно, вот такие розы с махровым краем. Их мне нужно будет 7 штук. Также мне пригодится тоненькая проволока. Я беру специальную флористическую толщиной 0,6 мм. Вы можете взять любую другую проволоку, главное, чтобы она была не сильно толстая. В качестве декора я решила взять вот такие вот пенопластовые декоративные яйца. Покупал я их в фикс-прайсе, думаю, вы тоже можете найти в этом магазине или в каких-то отделах рукоделия. Размер моего яйца 3 см на 2 см. Для букета лично я беру 22 таких яйца. Перевязывать букет буду золотистой ленточкой шириной 1,5 см. Мы готовим с вами вот такую вот ленточку. Это бобина с обычной полипропиленовой лентой. И, конечно же, беру инструменты, ножницы, линейку и термопистолет. Также для декора мы с вами будем использовать искусственные цветочки. Я предлагаю взять лаванду и такие вот типа подснежников, крокусов, да, бело-сиреневые. Если вы не можете найти точно такие же цветочки, то берите любые сиреневые цветы. Для этого букета, кстати, прекрасно подойдут и ландыши, но уже будет оттенок беленький, да. Можно взять и сиреневые розы или какие-то еще другие сиреневые цветочки, которые вы можете найти. Размер вот моих подснежников, высота 4 см и ширина примерно 2,5-3 см. Мы с вами заготовили 7 цветочков. Их пока откладываем в сторону, и для того, чтобы они не помялись, можно их поставить в маленькую вазу. Теперь берем наши декоративные яйца и начинаем их собирать на проволоку. Отбираем такие, какие нам нравятся, можно в разброс, и розовые, и желтые, и зеленые, и синие. В принципе, здесь огромной разницы нет. И берем проволоку и делим ее пополам. Делаем заготовочки. Проволок нам нужно 22 штуки, потому что именно 22 яичка мы будем использовать для нашего букета. Дальше берем само яйцо, берем термоклей и с нижней стороны, где у нас более округлая часть яйца, капаем капельку клея. Можно даже поменьше еще, чем я нанесла. И туда вставляем проволоку. У нас получилось одно зафиксированное яичко. Следующее, точно так же, капаем клей и вставляем проволоку. Итак, все 22 яичка мы с вами вставляем в проволоку. Вернее, проволоку в яичко. И у нас с вами получилось 22 яичка, закрепленных на проволоку. Теперь берем сами цветочки, и у нас уже готовые яички, и берем вот эту ленту, которую мы с вами заготовили. Теперь отбираем самый красивый цветочек, который нам нравится для центра букета. Цветочек, который мы поставим в центр. Берем этот цветочек и вокруг него собираем остальные цветы. Поставили один цветочек, да? Другой цветок, смотрите, мы немножко сгибаем в сторону. У нас проволока согнутая, да? И он у нас должен смотреть чуть-чуть в сторону. Рядом с ним ставим еще один цветок. Один остается по центру. Расположение боковых у нас остается на одном уровне. Ставим еще один цветок. Сразу немножко сгибаем проволоку, потому что когда мы ее сгибаем, вот здесь вот, да, у нас получается так, что цветок может либо повыше, либо пониже получиться. Теперь мы собрали вот так вот, один цветочек по центру и 3 вокруг. Теперь берем вот эту вот ленточку, один краешек я хватаю пальцами и начинаю обматывать стебель. Делаю 2, 3, 4 оборота и дальше собираю. Благодаря тому, что мы не фиксируем их на клей, а просто собираем при помощи ленты, да, мы можем их подвинуть при желании. А если мы зафиксируем на клей, то потом уже подвинуть будет неудобно. Собрали еще 3 цветочка и дальше фиксируем. Натягиваю прям в тугую. Беру тот конец, который у нас в начале был, и кончик ленты, и делаю узелочек.
концы отрезаем. У нас сейчас с вами получился вот такой букетик, чисто с цветами. Цветочки отодвигаем в стороны. Вот так вот берем и немножко отодвигаем их на такое расстояние, которое нам бы хотелось. То есть расстояние между цветочками должно немножко оставаться. Вот, смотрите. Дальше берем яичко и вставляем его между цветами к центральному цветочку. И еще один момент. Не нужно все яички ставить одного уровня. Одно повыше, одно пониже. Вот так вот мы вставляем разные яички в разных местах. То есть уровень делайте разный. За счет этого хаоса букет будет смотреться немножко лучше. Распределяем вот так вот яички в разных местах. После того, как распределили какое-то количество яичек, да, также берем ленточку, пальчиком один край хватаю и начинаю обматывать эти яички вокруг букета. Соединяю их с букетом, да, делаю несколько оборотов, проверяю. Яйца не должны спускаться слишком сильно, они все-таки должны быть немножко выше букета, потому что у нас там еще будет зелень, и они просто у нас скроются, и они должны чуть-чуть виднеться. Поправляем яички, если надо. Держим теперь оба конца и распределяем остальные яйца. Уже у нас вокруг центрального цветочка уже распределены. Теперь распределяем вокруг боковых цветочков. То есть не совсем вокруг, между боковыми цветами. На внешний круг мы не выходим. Смотрим, где у нас яичек поменьше. Туда добавляем оставшиеся. Все яички добавили. Теперь закрепляем тугую, да, ленточкой. И завязываем. Получилось сейчас вот так. Теперь берем органзу, и нам нужно приготовить фунтики для того, чтобы задекорировать наш букетик. Из этой органзы нам с вами нужно сделать фунтики 10 на 10 сантиметров. С этими фунтиками мы продолжаем с вами работать. Берем букетик, отодвигаем боковые цветочки вот так вот. За счет того, что это проволока, это делается очень легко, очень удобно, да. Отодвигаем яички немножко в стороны. Мы их распределили так, как мы хотим это видеть. Теперь нам нужно заполнить все пространство фунтиками. Первое, что мы заполняем фунтиками, это сам цветочек. Берем органзу, да, складываем ее пополам, поворачиваем, делаем ушки, 4 ушка, как обычно мы делаем фунтики. И этот фунтик мы приклеиваем к нашему цветочку. Вокруг цветочка вот так вот обклеиваем фунтиками, буквально на капельку клея. Можно делать фунтики немножко разной высоты, то есть одно чуть повыше приклеить, другое чуть пониже. За счет этого даже есть игра вот этой высоты, она дает свои плюсы в данном букете. Клей не перегреваем, да, чтобы он не был очень горячий, иначе когда мы приклеиваем вот так вот клей, во-первых, он долго будет приклеиваться, потому что остывает дольше, а во-вторых, можно пальчики обжечь, потому что органза пропускает клей насквозь и до пальцев клей доходит. Вот, зафиксировали на цветок. У меня получилось 4 фунтика вокруг, да. Теперь берем, делаем фунтик, внутрь наносим немножко клей и оборачиваем каждое яичко. Просто фиксируем. По такому типу букет собирается достаточно быстро. Так вот обклеиваем абсолютно каждое яичко. После того, как мы обклеили каждый стержень под яичком, фунтиками, да, нам нужно яички задвинуть в сторону центрального цветочка. Для того, чтобы удобнее было обклеивать фунтиками боковые цветы. Теперь смотрите, у нас достаточно большое пространство, да, освобождается. И теперь обклеиваем, так же как и центральный цветочек, фунтиками боковые цветы. Обклеили все цветочки, теперь распределяем наши цветочки на их обратное положение, прежнее положение. Когда мы распределяем обратно букет, все цветочки, да, первое, что мы делаем, это вот держим за ножку и ставим центральный цветочек посередке, потому что он тоже у нас может сместиться. То есть его мы сначала выравниваем, он у нас должен быть ровно посередине, и уже потом поднимаем остальные цветочки. Поднимаем до такого уровня, до которого нас бы устраивал. И дальше, следующим, третьим этапом, это уже распределяем яички между цветами, те, которые у нас должны быть между цветами, да, и часть оставляем вокруг букета, вокруг центрального цветочка. Сейчас у нас вот такой букетик получился. Теперь нам нужно с вами сделать ножку, и потом уже задекорируем наш букет цветочками.
Берем зеленую бумагу гофрированную, сгибаем ее до того места, где у нас будет ленточка, да? Нам нужно так, чтобы гофра немножко выходила за пределы цветочка, буквально на сантиметр. Сгибаю, измеряю, вот у меня длина 5,5 деления. Это высота ножки до цветочков. При этом, смотрите, примерно 1,5 деления гофры мы оставляем для того, чтобы согнуть его сверху. И для того, чтобы снизу гофра была немножко плотнее, мы добавляем еще 1,5 деления. Поэтому смело добавляем еще 3 деления гофры и отрезаем всего лишь 1,5 лишних. 5,5 делений – это высота ножки букета. Дальше 1,5 сверху добавляем и 1,5 снизу. Теперь берем букет и огибаем наш букет вокруг. Примерно 2/3 букета – это та ширина обхвата гофры. Можно даже взять немножко поменьше. Примерно 2/3. Складываем вот таким образом гофру, да, и на один край наносим полоску клея. Можно сразу по всей длине нанести, а можно частями, тут как вы хотите. И второй край приклеиваем на первый край. И вот так вот сдавливаем. Теперь 1,5 деления гофры сверху мы с вами сгибаем вовнутрь. И снизу. Снизу на самом деле можно не 1,5 деления гофры, а всего лишь 1 деление, так чтобы у нас гофра была чуть-чуть ниже самого стебля. Это даже будет лучше, если стебель будет немножко внутри. Это у нас низ, это верх. Вверх мы с вами растягиваем краешек, чтобы он был красивый, волнистый. Мы его растягиваем. Низ мы растягивать не будем, мы его оставим вот таким же. Тянем сверху, то есть вверх растягиваем так, чтобы он у нас огибал букет хорошо. Теперь можем перевернуть так вот букетик и надеваем на него юбочку. Равномерно его распределяем. И при всем при том, сейчас вы смотрите, я хватаю стебель и уже натягиваю юбочку дальше. У нас получается вот такой красивый край. И если гофру мы растянули вот здесь вот плохо, она у нас будет вот так вот вниз переходить. Смотрите, вот вниз как бы идет, да? Такого у нас быть не должно. Поэтому мы немножко спускаем вниз. Или можем обратно вытащить и растянуть немножко дальше. Растягиваем пониже чуть-чуть гофру и надеваем заново. Теперь отодвигаем юбочку наружу. И вот сюда вовнутрь наносим клей. Нам нужно зафиксировать нашу бумагу так, чтобы она у нас не съезжала. И поднимаем юбочку обратно. При желании можно на этом этапе зафиксировать нашу юбочку тоже лентой. Буквально 2-3 оборота, этого достаточно для букета. Сейчас получилось вот так, вот такой букетик. И снизу мы с вами делаем еще. Сначала поправляем, смотрите, вот видно, да, вот как бы неровно. И для того, чтобы у нас гофра не спускалась слишком низко, делаем еще один слой гофры, но уже поменьше по размеру. Не нужно такой длинный. Можно оставить букет в таком виде, в котором он у нас уже есть, да? А можно сделать еще один слой гофры. Можно сделать вот такого же зеленого цвета, а можно добавить другой оттенок. Например, сюда будет хорошо вот такого же цвета, как и цветочки, да? Или другого оттенка зеленого. И расстояние этого кусочка у нас будет в 2 раза меньше, чем предыдущий. 22,5 на 20 сантиметров. Точно так же приклеиваю края, вверх вовнутрь загибаю, и вот этот вот краешек мы его тоже растягиваем, чтобы он был красивый. Немножко тянем гофру и теперь одеваем сверху. Низ тоже можем чуть-чуть растянуть. Одеваем поверх буквально. У нас получается такая вот еще дополнительная маленькая юбочка. Она будет фиксировать, во-первых,
верхнюю, давать упор, и верхняя будет более красиво расходиться в стороны и не будет загибаться вниз, да, и при этом дополнительный декоративный такой элемент. Ее тоже аккуратненько отодвигаем и внутрь наносим клей. Здесь не обязательно очень много, главное, чтобы он зафиксировался. Получается две вот такие юбочки. Берем ленточку, у меня это золотая лента, и просто завязываем бантик внизу. Снизу получается вот так. Вот здесь при желании на самом деле можно задекорировать еще и бусинами, и как угодно. И просто листочки между ними добавить, да, это тоже будет дополнительный декор. Можно вот между двумя этими юбочками добавить какую-нибудь красивую сетку кусочками вот так. Или кружево пустить, это будет тоже очень шикарно смотреться. Теперь берем искусственные цветочки, которые мы с вами заготовили, и отрезаем. Сколько нужно, тут я вам точно не скажу, зависит просто от вашего букета. Можно больше, можно меньше. Давайте просто на свой вкус, да, так распределим, чтобы это было красиво. Веточки вот эти мы с вами будем укорачивать. Можно сделать 2/3 длины, можно пополам. Лаванда, она будет хорошо в нашем букете смотреться. Теперь берем букетик и добавляем туда цветочки. Просто хаотично. Туда, куда они напрашиваются. У вас есть желание туда добавить, туда и добавляем. Пусть какие-то цветочки будут повыше, какие-то пониже. Приклеиваем, как всегда, к фунтикам. Да? Тем фунтиком, который мы с вами прикрепили к цветочкам и яичкам, вот между этими фунтиками вовнутрь мы и вставляем цветы. Так, смотрим, нужно ли куда-нибудь еще добавить. Кроме цветочков нам с вами нужно добавить еще лаванду, да? Ее тоже добавляем. Ставим аккуратненько между фунтиками, и она уже сама там зафиксируется. Главное, капаем клей. Не бойтесь добавлять свои нотки в этот букет. Это сделает букет индивидуальным. Вы добавите что-то свое, например, какие-то бусины, да, и букет уже будет ваш индивидуальный и будет проявляться ваш индивидуальный стиль. Наш букетик готов. Честно говоря, очень не хочется с вами расставаться. Очень люблю делать букеты и особенно люблю делать букеты вместе с вами. Поэтому, если вас нет еще в друзьях, у меня в группе ВКонтакте, у меня на странице ВКонтакте, обязательно добавляйтесь в друзья. Буду рада с вами общаться, с вами дружить. И если у вас есть какие-то интересные события или какие-то интересные новости, с которыми вы хотите поделиться со мной, обязательно делитесь. Я буду радоваться вместе с вами вашим достижениям, вашим новостям. И еще один момент, если в результате данного мастер-класса у вас остались какие-то вопросы по этому букету, обязательно пишите мне. Обязательно отвечу, обязательно мы с вами обсудим те моменты, которые вас интересуют. Спасибо, что вы были на этом мастер-классе вместе со мной. Вместе со мной делали вот такую великолепную пасхальную композицию, такой букетик на Пасху. Уверена, тот человек, ради которого вы так старались делать его своими руками, вложили столько сил, столько любви, будет восхищен таким подарком. И не останавливайтесь на достигнутом. Двигайтесь вперед. Благодаря тому, что вы не останавливаетесь, а двигаетесь, вы растете как личность, вы растете как мастер, и это обязательно окупается. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи на новых мастер-классах. Пока!